Вам тоже, да, кажется, что здесь пора уже все сломать? Нахрен. А? В общем, что происходит? Компания Zodiac занимается продажей плитки, у них тут огромный шоурум, он поделен на комнаты. Вот нам заказали одну из комнат, чтобы мы сделали из нее что-то прикольное и не похожее на ванны. Потому что они обычно продают плитку ваннами. Но плитка же, она же не только в ваннах, да, используется. Мы очень давно уже используем плитку в спальнях, в гостиных и так далее. Поэтому как раз здесь мы и выбрали такой вот спальник. Для начала нужно было сломать все, что было. Тут была, какая-то ванна такая у окна. Мы, конечно, не так вандально ее сломали, начали разламывать. Просто мне очень захотелось, знаете ли, поломать молотком. На самом деле они так вандально никто не отбирают. В шоурумах вот специально клеят, вот видите, такие обои, чтобы плитка легко сдиралась прямо вместе с обоями. И вот если посмотреть на плитку, вот у нее тут немножко клея, и вот она вместе с обоями отодрался этот клей. На самом деле я хотел сначала сделать здесь гостиную, но места не очень было много, и влезал только один диван, и это было все-таки не так круто, когда у нас только один диван. Для гостиной нужно все-таки, чтобы был и диван, и стол, и кухня, вот чтобы это была вот полноценная красивая гостиная. В итоге у нас влезал просто диван посередине вот так вот. Я смотрел на это и не пропустил. Мы думали, что с этим делать помещением, как его сделать крутым, вот пришла вот эта вот идея. Сюда, конечно же, идеально влезла вот ванна со спальней. Дальше, после того, как все отодрали, нужно было сделать вот этот вот остров. Мы спроектировали вот такой вот подиум под ванну и раковины одновременно. Так, чтобы в ванну можно было заходить прям как будто с пола. Такие штуки я много раз видел в шоурумах и в фильмах, и мне очень-очень хотелось где-то сделать это самому. Здесь мы сделали каркас из фанеры, то есть все это фанера. Этот каркас, он там из нескольких частей состоит, и его просто сделали на производстве, сюда привезли и вставили. Дальше все это обшили плиточкой крупноформатной порцеланоса X-Lite Stark White. Она большая, и здесь вот вообще не видно никаких стыков. То есть, по сути, кажется, что это один большой кусок камня. То есть стыки у нас только вот здесь на углах есть, и они затерты очень мягенько. Как-нибудь руки у меня дойдут, и я сделаю целое видео про то, как запиливать вообще под 45 и делать эти стыки. Конечно, без стыков не обошлось, стыки там есть, где-то здесь вот стык есть. Просто не получилось нам сделать эту узкую подрезку, но по сути, вот по факту практически нет стыков, и он реально, весь этот подиум ощущается как кусок камня. Это не ощущается плиткой или керамогранитом, это реально кусок камня. И дальше мы приклеили всю плитку на стенах. На стенах у нас тоже X-Lite от порцеланосы. Здесь нам немножко не хватило высоты, поэтому внизу у нас получился такой плинтус. Человеческий глаз привык к тому, что подрезка снизу, она как плинтус идет, и она не вызывает сомнения. То есть просто мы привыкли к тому, что внизу есть плинтус, и это не напрягает никак взгляд. У нас вот эти вот проставочки здесь такие вот, это металлические соединители. Здесь лучше это видно. Мы специально порезали плитку вот эти вот разной ширины панелями, чтобы прям вот видно было, что это какие-то панельки. И вот эти вот проставки, они подчеркивают вот эту вот панельность, как будто это не какой-то керамогранит, а вот это реально просто настенные панели. Мы на самом деле очень часто и уже давно используем керамогранит в спальне, и так, что и вот не видно его. Нет ощущения никакой вот этой глянцевости, какой-то вот этой вот ванны. Все за счет того, что вот эти материалы на керамограните очень круто сделаны. Они прям вот как настоящий камень, но матовые. Не нужно ходить на целую каменную выставку и выбирать себе слэб, который будет красивый.
Главный и центровой экспонат у нас здесь — это кровать Бока. Это наша новая кроватка с очень толстым изголовьем, вот этим вот очень пухлым, красивым, низко посаженная. Сзади мы здесь вот так вот, я сейчас не открыл здесь окна, это тоже открывается, но на камере они ребят, поэтому я окна не стал открывать. Сзади, для того, чтобы объединить всю конструкцию, мы сделали вот такой вот выступ. Этот выступ обшит каменным шпоном, вот видите. И он выглядит, как будто у нас такой большой слэб сланца, вот так вот поставили, и он объединяет два объекта: спальную зону и вот эту вот всю ванную зону. Не знаю, может быть, сейчас найдем пульт, и я вам покажу подсветку, но мы потеряли пульт. Тут у нас стоят раковины Криона от Порцеланосы. Вот это вот у нас смесители Nokin, а вот эти вот маленькие, но очень изящные зеркала, это у нас handmade, мы сделали их на заказ, просто чтобы вот они были, потому что у нас же нет стены никакой, да, нам нужно было либо повесить зеркала с потолка, либо их как-то примострить вот сюда. Ну вот, получилось очень неплохо, они немножко болтаются, ну из-за того, что это все-таки труба, но в принципе их никто не трогает, поэтому нормально абсолютно. Дальше к кровати нужен какой-то столик тоже Бока. Это не столик на самом деле, да, это пуф, но необычный. Этот пуф, он твердый, поэтому он не для сидения. Он больше для того, чтобы что-то на него положить, или положить его перед диваном, чтобы можно было вытянуть ноги вот так на него. То есть это такой пуфик-подставочка. Он достаточно большой, заполняет пространство большим таким теплым, мягким объемом. Получается тоже классно. Над пуфиком нужно было повесить какой-то предкроватный светильник. Но тут был ограничен бюджет, и нельзя было какие-то дорогущие светильники повесить. Мы повесили очень недорогой светильник русского производства. Он большой, 800 миллиметров в диаметре. Это такой большой светящийся шар. И как раз вот сюда он встал просто идеально. Он прям красиво зашел сюда. И после этого я себе такие штуки еще в офис поставил. По сравнению с итальянскими аналогами это стоит копейки. Для тех, кто досмотрел до конца, у меня есть розыгрыш. Я разыграю сертификат на 50 тысяч рублей в Зодиаке. Можно будет купить все, что угодно, без ограничений, без дураков. Вот просто есть 50 тысяч рублей, ты берешь все, что угодно здесь, в Зодиаке. Влезет сюда раковина, смеситель, что-нибудь крутое, гигиенический душик можно взять. Все подробности будут внизу, здесь вот в описании под видео. Кто хочет, налетай, и пока-пока.